Car X Drift Racing 2, как и в реальной жизни, есть огромное количество машин на выбор игроку. Каждый из автомобилей выделяется своими качествами, размерами, мощностями, габаритами и формами. Но есть машины, которые встречаются постоянно, а есть те, которые ни разу за свое пребывание в игре никто не видел. Меня зовут Catfish Studio, и сегодня поговорим о редких машинах в Car X Drift Racing 2. Как мы знаем, Car X игра про дрифт, ну вот это вот все. Фанк. Все это, как нам известно, зародилось вроде бы в Японии и началось с их автомобилей, так как они были заднеприводными и более-менее пригодными для дрифта. В Car X Drift Racing 2 также есть эти автомобили, к примеру AE86, Nissan Silvia S15, S14, S13, все начиналось именно с них. Также в игре есть другие тачки по типу BMW M2, E30, E46, разные мустанги, вайперы и все в этом духе. Игроки, конечно же, зайдя в игру, начинают выбирать те самые японские автомобили, на которых и строился дрифт. Не только потому, что они достаточно мощные, а еще потому, что, дрифт начался с этих, и я поеду на них. Они ж крутые, ё-моё. Ну а что же с другими машинами? За всю историю игры в Car X очень редко встречаются другие автомобили в турнирах, топ-32 или же просто в парных заездах. Первый достаточно редкий автомобиль — это Subaru WRX STI. Это которая синенькая у нас в игре за золото. Эту машину супер редко можно встретить в игре. Может быть, конечно, всему виной отказывающий цилиндр, но не знаю. Subaru WRX STI продается в игре за золото. Это может быть и является причиной того, что игроки на ней не играют. Но если сравнить ее с той же RX-7, то на ней, хотя она тоже стоит золото, катает в разы больше людей. Subaru на свапнутом моторе на самом деле наваливает еще как. И на нем прям реально можно утереть нос челу на Silvia S15. Но почему-то это прям супер редко встречается. Вторая машина Mitsubishi Lancer Evolution. Lancer в основном, наверное, всегда использовались в ралли, и поэтому фанаты этой марки автомобиля пришли из гонок по бездорожью в Car X, но пока что таких очень сложно встретить. Lancer Evolution является одной из самых редких машин в игре. Я, наверное, за все свое время игры в Car X ни разу ее не повстречал в топ-32 или же в парных заездах. На моей памяти были участники крупных турниров, которые кидали заявки на квалификацию на этой машине, но, кажется, дальше они не смогли пройти. Виновником редкого использования автомобиля, скорее всего, является вес машины. Автомобиль очень большой и весит достаточно немало, поэтому какой-нибудь SR20 мотор на этом лансере, к примеру, вообще не будет смотреться. Третье место — Toyota Soarer. Автомобиль в игре называется Sorrow и находится в третьем тире машин. Toyota Soarer, как нам известно, любит использоваться дрифтерами именно уличными. Ну как любит? Наверное, никакая машина не любит, когда ее в стены и столбы пускают. Так называемые нелегальные дрифтеры — любители этого автомобиля. Задний привод, хорошая мощность, руль, педали, КПП и погнал, так сказать. В Car X Drift Racing 2 Soarer очень редко можно встретить в игре. Причинами этому являются, наверное, хорошие настройки у людей и как раз таки пригодность к этой самой правильной настройке. Но если точнее, отсутствие. Очень множество людей есть, которые пытались настроить автомобиль, но ничего не получалось даже на другом моторе. Поэтому Soarer у большинства игроков стоит в магазине и грустит. Мне так плохо, хуёво, одиноко, ебало. Без тебя наебал. На четвертом месте у нас Holden. В Tier 3 автомобилях есть машина с названием General VX, которая по-нашему называется Holden Commodore SSV. Если честно, ни разу в жизни эту машину не видел, даже в реальной жизни. А в игре я уже молчу. Данный автомобиль является достаточно длинным по своим размерам, и скорее всего это и является причиной тому, что на нем никто не ездит. А скорее всего главная причина кроется в том, что никто не понимает, что это за такое. Це-машина или шо? В общем говоря, наверное, прям самая. Ладно. Простите. Самая редкая машина в игре, и это вот эта Holden Commodore SSV. Если вы увидите ее, то поздравляю, вы попадете в историю игры, наверное. Пятый автомобиль Mazda RX-8. Называется она Lynx, и ее достаточно нечасто можно встретить в игре у других игроков. Причиной является, скорее всего, специфичная настройка автомобиля и ее габариты. Машина кажется маленькой, но на самом деле она огромная, и настраивать ее нужно совсем по-другому, не как все автомобили в игре. Данная машина по ощущениям
ощущениям имеет какое-то специфичное управление. И из-за того, что передок намного длиннее и зад тяжелее, управление подойдет не каждому игроку в игре. Тем более, если вы новичок. Вот такие вот машинки у нас в игре встречаются достаточно редко, по моему мнению. Пишите в комментариях, какие машины вы считаете более редкими и вообще не видите в игре никогда. А на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, бейте в колокол и всем чао какао.